Сегодняшний наш урок в первой школе, именно первого уровня, посвящен длина волны светового излучения. План урока у нас с вами прописан. Понятие длины волны, характеристика длин волн светового излучения, разновидность, единицы измерения, цвет, глубина проникновения, способы взаимодействия с кожей, в данном случае это проникновение, отражение, рассеивание, поглощение и влияние световых характеристик на способы взаимодействия с кожей и методы регулирования рассеивания света. Завтрашний наш урок будет посвящен хромофору, и мы вот так с вами постепенно будем выходить на более сложные темы. Сегодня самая простая, но самая такая, я считаю, для нас основная часть в понимании светового излучения, работы его с тканями, какие у нас существуют виды взаимодействия, от чего это зависит. В данном случае мы прекрасно понимаем, что свет у нас обладает двойственной природой. Это электромагнитное излучение, это поток фотонов. То есть мы говорим всегда о дуализме света. Что значит дуализм? Два свойства. Свойства как потока частиц, так и электромагнитного излучения. Естественно, что если это электромагнитное излучение, то оно должно обладать для нас очень важной характеристикой, такой как длина волны. Если это поток света, поток частиц, то это, естественно, будет определяться чем? Частотой. Плюс с частотой связано количество несущей энергии. Почему? Потому что когда мы начинаем с вами погружение в физиотерапию, мы прекрасно понимаем, что основная цель данных трех школ – это пройти повышение квалификации, понимание того, что мы можем с вами в работе с физическими факторами, что мы можем, на какие уровни мы можем воздействовать, что мы можем получить и от чего зависит эффект. И в данном случае мы всегда должны понимать, что физический фактор – это носитель определенного количества энергии. Эта энергия будет преобразовываться у нас с вами в тканях и давать нам различные виды ответа. От синтеза каких-то веществ до возможности разрушения каких-то структур. Поэтому понимание того, что свет это обладает свойством таким, как поток частиц, но при этом это и электромагнитное излучение, и это несущая структура, несущая ткань, которая обладает определенным количеством энергии. И эта энергия будет взаимодействовать с определенными веществами в нашей ткани. И поэтому уроки разбиты так, чтобы мы шли от простого к сложному, но в каждом уроке я буду предвещать уже следующую часть и закладывать фундамент следующего урока. Так вот, если мы говорим о том, что свет – это именно электромагнитное излучение, которое характеризуется чем? Расстояние между вот данными пиками, то бишь это что у нас с вами? Длина волны. А раз это длина волны, она измеряется в нанометрах до миллиметра. Поэтому понятие свет у нас попадает, что ультрафиолетовое излучение, видимое и инфракрасное. И, естественно, для нас очень важно будет разобраться, как же происходит взаимодействие светового излучения видимого диапазона, инфракрасного диапазона. Об ультрафиолете мы будем говорить отдельно с нашими тканями. Так что же тогда еще раз длина волны? Как мы с вами сказали, длина волны, так как это электромагнитное излучение, это расстояние между этими пиками. Поэтому мы говорим с вами о том, что эта характеристика для нас очень важна, потому что именно она определяет взаимодействие светового излучения с тканями, и все те факторы, о которых мы говорили, это отражение, преломление, рассеивание, поглощение, они будут связаны именно с характеристикой длиной волны. Почему мы говорим о длине волны? Потому что длина волны – это та основная характеристика, которая определяет глубину проникновения светового излучения, то есть фотонов света. При этом это же носитель энергии, о котором мы с вами уже говорили. Мы говорим о том, что длина волны измеряется в нанометрах или реже в микрометрах. Мы с вами привыкли говорить о том, что у нас ближе и понятнее для нас является световое излучение. Почему?
потому что световое излучение именно, я хотела сказать, видимого диапазона для нас очень важно. Почему? Потому что видимый свет мы можем еще охарактеризовать как цветом. И вот тут мы с вами начинаем говорить о том, что видимый диапазон, который попадает от 400 до 700 нанометров, мы можем еще и видеть. А значит, давать характеристику синий, зеленый, желтый, оранжевый, красный. И этим самым мы очень часто оперируем, заменяя длину волны в цифрах словом каким? Цвет, говоря о том, что существует зеленое излучение, красное, желтое. Но, как вы увидите, в данный диапазон попадает большое количество длин волн, поэтому все-таки правильно называть длину волны нанометр. Как я уже сказала, длина волны обладает носительством еще чего? Это же все равно поток фотонов. Значит, так как это поток фотонов, у него есть понятие частота. И вот здесь обратно пропорциональная зависимость. Чем меньше частота, тем короче длина волны, ну, тем больше энергии. Чем больше длина волны, тем меньше частота, тем меньше энергия. Так вам какой критерий более удобен для запоминания? Конечно же, более удобен длина волны. И нам понятно, что волны короткого диапазона обладают большей несущей энергией, а волны длинного диапазона обладают меньшей несущей энергией. Это для нас будет важно, когда мы будем дальше разбирать с вами взаимодействие света с тканями. Но сейчас для нас самым главным является, что из этого слайда длина волны соответствует энергии фотона, и мы говорим о том, что чем меньше длина волны, тем у нас больше энергии. Чем больше длина волны, тем энергии меньше. Вот в данном случае мы видим с вами на этом слайде, что такое длина волны. Мы видим с вами, что это расстояние между двумя пиками. Мы держим всегда в голове, что длина волны обратно пропорциональна частоте, что чем короче, тем чаще, и чем чаще, тем короче. А чем длиннее, тем, естественно, частота низкая. Теперь для меня самым главным является момент того, для чего мы с вами говорим всегда о том, что у нас первое занятие начинается всегда с длины волны. Почему именно длина волны? Потому что длина волны обладает очень важным для нас составляющим. Ведь мы выбираем с вами физический фактор для лечения тех или иных эстетических проблем, для работы с тканями, которые залегают на разной глубине. Значит, нам нужно что? Прежде всего понимать, а как связана длина волны с глубиной проникновения. Потому что мы видим с вами, что у нас прописан оптический спектр, который мы будем с вами чаще всего использовать. Это видимый спектр, попадающий от ультрафиолета, захватывающий видимый диапазон, до инфракрасного. От 180 нанометров, где у нас попадает непосредственно ультрафиолет, до видимого 400 нанометров. И дальше мы говорим уже о работе видимого диапазона до 700 нанометров. А дальше начинается инфракрасное излучение.